полумраке петроградской квартиры, где каждый шорох отзывался страхом, миниатюрная женщина металась по комнате с одной мыслью: «Я должна его спасти». Это была бывшая балерина Мариинского театра, подруга легендарной Матильды Кшесинской. Близкие звали ее Ниной, а полное ее имя – Антонина Рафаиловна Нестеровская. Когда-то многие Романовы относились к ней с пренебрежением. Но сейчас именно от нее зависела судьба князя Гавриила. И Нина сделала практически невозможное. Она его спасла. Как ей это удалось? Какую роль в этом сыграл писатель Горький? И как сложилась дальнейшая судьба князя Гавриила и его храброй супруги? Гавриил Константинович гордился своими предками. Его прадедом был император Николай I, а в роду были сплошь великие князья. Он родился в 1887 году в Павловске, в императорской резиденции, основанной Павлом I. Его отцом был князь Константин Константинович, тот самый, который публиковал свои стихи и драмы под псевдонимом К.Р. Некоторые его романсы ушли в народ и стали очень популярными. Их любили не только аристократы, но и простолюдины. Он умер в 1915 году, так и не узнав, что трое из его сыновей будут убиты большевиками. Гавриил был вторым по старшинству ребенком в семье. За 2 года до его рождения Александр III издал указ об ограничении круга лиц, которые имеют право на великокняжеский титул. Гавриил и его братья попали под это ограничение. Они именовались отныне князья императорской крови. И в детстве, и во взрослом возрасте Гавриил много болел. Но удивительным образом впоследствии сумел пережить всех своих братьев. Возможно, его болезненность стала одной из причин, по которой его удалось спасти. «Мой муж тяжело болен, его нельзя трогать, это запретили врачи». Так будет повторять его жена Нина, отчаянно пытаясь вырвать его из лап чекистов. С детства Гавриил мечтал о военной карьере, хотя слабое здоровье препятствовало ему в этом. После окончания кавалерийского училища он стал флигель-адъютантом, но вскоре был вынужден отправиться на лечение за границу. У него открылась чехотка. Осенью 1913 года он вернулся домой и продолжил военную службу. Через год, когда началась мировая война, он сам попросился на фронт. За спинами солдат не прятался, храбро участвовал в сражениях. Вместе со своим эскадроном сумел выйти из окружения. Когда же от тяжелого ранения скончался его брат, Гавриила отозвали в Петроград. Там он окончил Академию Генштаба, получил звание полковника, и это в возрасте 29 лет. В этом же году по состоянию здоровья он вышел в отставку. Шла весна 1917 года. Многие Романовы питали слабость к балеринам. Танцовщица Матильда Кшесинская стала первой любовью будущего императора Николая II. Гавриил же отчаянно влюбился в подругу Кшесинской, юную Нину, которая всех завораживала своим обаянием и задором. Они познакомились еще в 1911 году на даче Кшесинской. Антонина Нестеровская не была красавицей, но отличалась миловидностью и живостью. Князю Гавриилу она едва доходила до плеча и казалась на его фоне совсем крошечной. Происходила она из обедневшей дворянской семьи, но быстро все схватывала на лету. Многие отмечали, что она могла вести себя и как простушка, и как настоящая великосветская дама. Кшесинская в мемуарах писала, что очень полюбила Нину за ее жизнерадостность, остроумие и веселость. Она брала ее с собой повсюду и даже позволила ей жить в своем доме. Когда появилась возможность, она пристроила ее на гастроли в труппу Дягилева. Правда, танцевала там Нина бесплатно, но та поездка стала для нее счастливым билетом. Во время заграничных гастролей князь Гавриил и миниатюрная балерина сблизились настолько, что стали мечтать о браке. И он сделал ей предложение, которое она приняла с радостью. Но обвенчаться представителю династии Романовых с танцовщицей было не так просто. На протяжении 5 лет Гавриил безуспешно пытался получить разрешение на брак у Николая II,
который приходился ему троюродным братом. Сначала Гавриил уговорил свою тетку, греческую королеву Ольгу, попросить за него с Ниной перед императором. Но тот опять ответил отказом. Тогда Гавриил решил действовать через императрицу Александру Федоровну, которая была сентиментальна и имела большое влияние на мужа. Наконец, она решилась помочь влюбленным. Но тут произошло убийство Распутина, и ей стало не до этого. К тому же Гавриил явно сочувствовал заговорщикам, а не распутному старцу, что сердило императрицу. Гавриил и Нина все же дождались своего часа. Они обвенчались в апреле 1917 года, вскоре после отречения Николая II от трона. Россия погружалась в революционный хаос, а влюбленные словно не замечали этого. Они были счастливы, что наконец-то могут открыто жить вместе. Антонина была более дальновидной, чем ее супруг. Когда они встречали Рождество в Финляндии, она настаивала на том, чтобы не возвращаться в Петроград. Но князь Гавриил ее не послушал. И это стало его роковой ошибкой. В марте 1918 года Гавриила заставили явиться в ЧК. Сначала с него и его братья взяли подписку о невыезде. Потом заявили, что отправляют их в ссылку. Нина смогла пробиться на прием к самому Грицкому. Он тогда возглавлял Петроградскую чрезвычайную комиссию. Удивительно, но на какое-то время Гавриила оставили в покое. Нина напирала на то, что ее муж болен туберкулезом. А тут еще подхватил и грипп. Но разве можно было этим разжалобить чекистов? Они только ослабили хватку на какое-то время. Кошмар же возобновился летом 1918 года. Несколько раз в их доме проводились обыски, а 15 августа Гавриила арестовали. Его поместили в тюрьму на Шпалерной. Здесь же содержались его родной дядя Дмитрий Константинович и 3 двоюродных дяди. Всех их расстреляют в Петропавловской крепости в январе 1919 года. Всех, кроме Гавриила, и его спасет Нина. Три месяца бедная женщина обивала пороги. Она хваталась за любую соломинку, чудом пробиралась в закрытые кабинеты, преодолевая охрану. Постоянно писала письма, просьбы, прошения. Позже Нина в воспоминаниях расскажет про одну из своих встреч с Урицким. Она спросила его, зачем он посадил в тюрьму ее тяжело больного и невинного мужа. В ответ тот заорал: за то, что он Романов, за то, что Романовы в течение 300 лет грабили, убивали и насиловали народ, за то, что я ненавижу всех Романовых и вычеркиваю их одним росчерком моего пера. Теперь наступил наш час, и мы вам мстим и жестоко. Даже после этих беспощадных слов Нина не потеряла надежду. Она повсюду искала союзников и помощников, и она их нашла. Интуитивно Нина поняла, что на мужчин в таком деле полагаться опасно. И она попробовала действовать через женщин. Их семейный врач Манухин также лечил писателя Горького. И вот именно этот доктор и свел ее с Марией Андреевой, актрисой, которая была гражданской женой Горького. Нина обладала редким даром вызывать в себе симпатию. Мария Андреева, до этого не знавшая ее, становится ее горячей заступницей и даже называет ее своей подругой. С ее подачи и сам Горький проникается всей этой историей. Он решается написать письмо прямо в Кремль, самому Ленину. Ситуация складывалась довольно странная. Популярный пролетарский писатель заступается за родственника императора, к тому же полковника царской армии. 20 сентября 1918 года Горький пишет то самое письмо. Есть в нем такие строки. «Дорогой Владимир Ильич, сделайте маленькое и умное дело. Распорядитесь, чтобы выпустили из тюрьмы бывшего великого князя Гавриила Константиновича Романова. Это очень хороший человек, во-первых, и опасно больной, во-вторых. Зачем фабриковать мучеников?» Нина умудрилась подружиться с сестрой, а потом и с женой Глеба Бокия. Это был безжалостный чекист.
один из организаторов красного террора. Но к маленькой балерине он почему-то проникся даже некоторой симпатией. Он содействовал тому, чтобы ее мужа перевезли из тюрьмы в больницу, где ему оказали вполне сносную помощь. Возможно, весь секрет состоял в том, что его жена и сестра подсказали Нине, как можно найти к нему подход. 30 августа 1918 года Петроград потрясла новость. Был убит Урицкий. Нина и тут все поняла быстрее многих. Она не радовалась гибели человека, отдавшего приказ арестовать ее мужа, а страшилась, что это может стать началом новой волны террора. Так и произошло. Место Урицкого занял Бокей, и Нина тут же помчалась к нему, умоляя дать ей с мужем разрешение на выезд. Интуиция не подвела ее и в этот раз. Уже 10 ноября 1918 года Глеба Бокея сместят с поста, а Петроградскую ЧК возглавит Варвара Яковлева. Эта женщина отличалась нечеловеческой жестокостью. Многие даже за спиной называли ее палачом. Яковлева решила не выпускать Романовых. Ситуация развивалась хаотично. Несколько раз Антонину уверяли, что разрешение уже получено. Говорили, что этого добился Горький, а нужную бумагу везет сам Луначарский. Потом выяснилось, что нужный документ вроде бы подписал Зиновьев. И вдруг, как гром среди ясного неба, из Москвы пришла телеграмма от Ленина. В болезнь Романова не верю. Выезд запрещаю. К какому именно Романову относились эти слова, понять было невозможно. Но медлить больше было нельзя. 11 ноября 1918 года Нина с мужем поехали на вокзал. У них по-прежнему не было на руках письменного разрешения ЧК на выезд. Более того, у них даже не было паспортов, а Гавриил еле ходил, он очень ослаб во время болезни. Нина его подбадривала и была полна решимости. Поскольку лошадей не было, то часть пути до границы князя везли на ручной тележке. А рядом с этой удивительной парой еще вышагивал бульдог. Оставить своего любимого пса на произвол судьбы они не могли. Чудом их пропустили через границу в Финляндию. Моменты ожидания на границе были мучительны. Нина вспоминала, что комиссар разговаривал с ними чрезвычайно грубо. Он чуть ли не глумился. Потом вышел позвонить и вдруг неожиданно пропустил их. До конца жизни Нина так и не узнала, чего именно заступничество оказалось в конце концов решающим. Порой ей казалось, что и вовсе не было никакого разрешения из центра. Ведь, пропуская их, комиссар вдруг тихо сказал ей на ухо: «Очень рад был быть вам полезным». А в этот момент ей показалось, что вся его строгость была для отвода глаз, а пропустил он ее на свой страх и риск, без согласования с начальством. Более 30 лет Нина и Гавриил проживут во Франции. Они умели радоваться малому и, в отличие от многих других эмигрантов, смогли стать счастливыми. Да, было много сложностей с документами, были серьезные финансовые трудности, была неизбежная тоска по родине. Но супруги старались не унывать. 1920 года они жили в Париже. Здесь Нина сумела открыть модный дом Бери. Он просуществовал с 1925 по 1936 год. Когда среди посетительниц образовывалась очередь, то к ним выходил Гавриил. Он развлекал клиенток разговорами и показывал им семейные альбомы. А те были в восторге от того, что с ними беседует представитель династии Романовых. В 1930-е годы по Европе прокатился кризис. Не выдержало испытаний и ателье Бери. Его пришлось закрыть. Супруги перебрались в парижское предместье, где князь писал мемуары и зарабатывал игрой в бридж, а Нина давала уроки танцев и шила. В 1939 году глава императорского дома Романовых в изгнании Владимир Кириллович пожаловал Гавриилу титул великого князя. Для них это стало значимым событием. Супруги часто приглашали в дом друзей для чаепития. Эти искренние вечера для многих стали настоящей отдушиной. Даже в изгнании среди утрат и невзгод их любовь и взаимная поддержка сияли словно маяк,
превращая скромную жизнь в тихую, но подлинную радость. Нина скончалась в марте 1950 года. Гавриил пережил ее на 5 лет. Страшно тоскуя и не умея жить в одиночестве, он снова женился. Его второй супругой стала княжна Ирина Куракина. Последние годы Гавриил дописывал и редактировал мемуары. В них он отзывался о Нине с большой любовью и благодарностью. Князь скончался в феврале 1955 года в Париже и был похоронен возле своей Нины. Любовь Нины и Гавриила пронеслась через революционные бури и тяготы эмиграции, доказав, что даже в самые мрачные времена человеческая душа способна творить чудеса. Их история не просто хроника спасения князя, но гимн непобедимой верности, которая превратила миниатюрную женщину в героиню. В страшном хаосе, где рушились империи и шли войны, они построили свой маленький уютный мир, где любовь всегда побеждала.